Привет, девчат! Сегодня будет очень минималистичный и простой дизайн на скорую руку. А еще покажу, как красиво вписать блестки в матовый топ, чтобы они не потеряли свое сияние. Мой предыдущий маникюр — это катастрофа в плане снятия. Гель-слайм, которым я лепила черепа, оказался по текстуре чем-то похожим на резиновую базу. Так что опиливался он крупными хлопьями. А в остальном все было стандартно и стабильно. Все трещины у меня сросли, и проблем с подложкой в этот раз не было. Опиливаю ноготь почти до базового слоя и приступаю к обработке кутикулы. Открываю карман и прохожусь обратной стороной пушера, выталкивая наросшую кожу из-под кутикулы, чтобы фреза не буксовала в тех местах. Когда кутикула открыта, начинаю обработку пламенем. В этот раз я начинаю с реверса и обрабатываю правую сторону, так как левой рукой проще заканчивать обработку кутикулы слева. Фрезой я также убираю остатки гель-лака с ногтевой пластины и обрабатываю боковые валики. Переключив на форвард, обрабатываю кутикулу слева. Левой рукой легче работать верным способом. Это когда фреза двигается по схеме веера практически от впадины правого валика. Так легче и проще открыть карман и вырисовать юбочку из кутикулы. Главное не перетереть ни кутикулу, ни ноготь. У меня лысая фреза на конце, иногда даже ей у меня удается делать пропилы. Так что нужно быть аккуратней. Вот такой карман у меня получился. Довольно глубокий в этот раз, как по мне. И гипонихий снова увеличился в размере. Я довольно долго уже ношу длинные ногти, и регулировать его рост под покрытием довольно проблематично. Только сняв покрытие, можно посмотреть, насколько у меня само по себе короткое ногтевое ложе и насколько гипонихий вырастает во время носки длинных ногтей. Сам по себе он не доставляет никакого дискомфорта, только если убирать ногти в ноль. А тут я уже срезала кутикулу и подпиливаю форму ногтя, от которой я буду отталкиваться во время коррекции гелем. После всех опилочных манипуляций можно приступать к покрытию. Первый слой — база на все ногти. А укреплять я буду сегодня миксом гелей, чтобы вышел полупрозрачный молочный цвет. Наношу гель в 2 слоя. Получаются вот такие плюшки на конце. Я это делаю для того, чтобы поднять кончики ногтя, чтобы они не казались клювами. Быстро опиливаю все это дело, матирую ноготки сверху и смотрю под готовый ноготь. Можно увидеть, насколько я подняла натуральный ноготь. И не выпиливать его уже невозможно. Сам ноготь у меня не скручивается, поэтому выпиливаю я его конусом не до конца, чтобы потом покрыть базой или топом, тем самым сцепить натуральную и ненатуральную часть. Беру топ без липкости и наношу на изнанку. Не забываем, что перед каждым этапом покрытия я обезжириваю поверхность, с которой работаю.
Дизайн. Сегодня все будет максимально просто. У меня тут фитопластина со всякими листочками. Выбираю самые на меня смотрящие и рандомно наношу на ноготь. У меня краска для стемпинга, которую надо сушить в лампе. И поэтому я убираю краску с кожи уже непосредственно перед сушкой. А из штампа также с помощью жидкости, которой я обезжириваю ногти. Просушиваю краску и покрываю ноготь базой еще раз тонким слоем, ибо после стемпинга у меня все топы растекаются кратерами. Топ я беру сегодня вот такой и заранее нахожу подходящие мне блестки. Их сыплю на непросушенный матовый топ, чтобы добиться максимального блеска на контрасте. Данный топ довольно сильно желтит, но если его хорошо обезжиривать, даже спустя пару недель будет таким же бархатным, как и в первый день. Вот такой простой маникюр у меня получился сегодня. Спасибо, что провели время со мной. Пока!